Ноутбук со стильным дизайном, корпусом из металла и пластика, качественной сборкой, большим экраном на 17,3 дюйма, процессором от Intel, а именно Intel Core i5 1135G7. Возможностью апгрейдить ноутбук, докинув дополнительные накопители и увеличив оперативную память. Ко всему он имеет большое количество интерфейсов, качественные динамики, функцию блокировки веб-камеры, отличное время автономной работы. Это только малая часть того, что из себя представляет ноутбук под названием HyperOffice SP. Перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется данная модель в достаточно габаритной упаковке, на которой есть изображение, название и краткие характеристики модели. Пакинг хороший. В комплекте мы имеем HyperOffice SP, адаптер питания, кабель питания и руководство пользователя. Габариты устройства 401 на 260 на 29 мм, а вес данного устройства 2 кг 330 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Всем огромное спасибо за просмотр, все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к ноутбуку от Hyper. Дизайн Office SP интересный из-за прямых углов, выглядит ноутбук стильно. Корпус выполнен из металла и пластика с матовым покрытием. Качество материалов хорошее, корпус не марки, за что плюс. На корпусе расположили антискользящие ножки, отверстия для теплоотведения, разъем для питания, один HDMI версии 2.1, USB-A версии 2.0, USB-A версии 3.0, 2 USB-C версии 3.0 с поддержкой Power Delivery до 65 Вт, но в комплекте идет стандартный адаптер питания. Разъем под интернет RG45, аудиоразъем на 3,5 мм, порт под microSD, DisplayPort версии 1.4, кенсингтонский замок, блокировка камеры. Все, что нужно на борту, что очень даже удобно. Помимо перечисленного есть веб-камера на 1 мегапиксель, с качеством которого достаточно для различных видеозвонков, встроенный микрофон и 4 стереодинамика с громким и довольно качественным звучанием. Для просмотров фильмов, роликов, прослушивания музыки в домашних условиях они однозначно подойдут. Далее, клавиатура полноразмерная с цифровым блоком, ход клавиш хороший, звук простукивания негромкий. Печатать, используя данную клавиатуру, довольно удобно. Тачпад под руками не мешается. Тачпад большой, его размера 141 на 96 мм. Расположили тачпад ближе к левой части ноутбука, он имеет матовое тактильно приятное покрытие. Серфить в интернете одно удовольствие. Летим дальше. Ноутбук оснащен IPS-экраном на 17,3 дюйма с разрешением 1920 на 1080 пикселей, Full HD и матовым покрытием. Исходя из этого, бликов и засветов по минимуму. Верхние боковые пластиковые рамки негромадные, 8,6 мм, соотношение сторон 16 к 9, контрастность 800 к 1. Угол обзора по вертикали и по горизонтали 178 градусов. Частота обновления экрана 60 Гц. Яркость экрана стандартная 250 нит. Подсветка равномерная, яркости хватает. В домашних условиях или в офисе. Но вот на улице необходимо будет искать место с тенью. Крышка с экраном откидывается на 180 градусов, что удобно во время работы стоя и не только. Но эта фишка удобна у ноутбуков с более меньшей дюймовкой экрана. Зачем она в ноуте с большим 17-дюймовым экраном, непонятно. Что касается цветопередачи, то она меня порадовала. Картинка насыщенная, контрастная. Летим дальше. Процессор здесь установлен Intel Core i5 1135G7 с 4 ядрами и 8 потоками. Базовая тактовая частота процессора 2,4 ГГц, а максимальная тактовая частота в режиме турбо 4,2 ГГц. Видеокарта встроенная Intel UHD график. Оперативная память DDR4 на 2666 Гц на 8 ГБ. Модуль установлен SODIMM. Накопитель для внутренней памяти форм-фактора M2 2280 SATA с поддержкой NVMe емкостью 512 ГБ. Оперативную память можно увеличить до 32 ГБ, но слот под АЗУ только один. Ко всему есть второй слот под дополнительный накопитель. Апгрейд производится довольно быстро и без потери гарантии, что очень даже хорошо. Вариаций данного ноутбука достаточно, как по мне, каждый может подобрать наиболее оптимальный вариант. К примеру, можно приобрести ноутбук на более мощном процессоре Intel i7 или наоборот на Intel i3. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии с диапазоном на 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth версии 5.0. Система охлаждения справляется хорошо, ноутбук во время работы довольно тихий. Летим дальше. Емкость аккумулятора 5500 мАч. Полного заряда аккумулятора, по моим тестам, если его использовать для работы, хватает на бодрых 6 часов. В режиме машины для просмотров фильмов и роликов на YouTube он живет около 7 часов. Если рассматривать данную модель для игр, то, к примеру, в различные стратегии или что-то подобное поиграть возможность есть. Перейдем к тестам. Geekbench 6 OpenCL Score 9937, Vulkan Score 12582, Single Core 1639, в мультикоре 3969. Crystal Disk Mark. Чтение 523 мегабита в секунду, запись 459 мегабит в секунду. 3D Mark Score 1040, Graphics Score 927, CPU Score 3391. Минусы: один слот под АЗУ,
есть поддержка зарядки Power Delivery по Type-C, но в комплекте только стандартный массивный блок зарядного устройства. К минусам также отнесу не очень качественную сборку и скрипучий корпус. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую. Компьютер HyperOffice SP на процессоре Intel i5 11 поколения имеет ряд плюсов. Основные из них — это покупатель получает официальную гарантию и сервисные центры по всей России. Адреса и контактные данные можно посмотреть на сайте Hyper. Также плюс за возможность без проблем апгрейдить ноутбук, притом без потери гарантии. Время автономной работы космос, возможность заряжать через USB Type-C разъем, приятный и стильный дизайн, полноценная клавиатура и удобный тачпад, а также большой экран на 17,3 дюйма с матовым покрытием. Для работы данная модель отличный выбор, поэтому от меня девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья!